Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на следующую неделю, а именно неделя со 2 по 8 февраля. Давайте мы посмотрим, что же у вас будет происходить в этот отрезок времени, что интересного вас ждет в этот период. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что не персональный, не личный. Надеюсь, у большинства из вас он произойдет, да, и отыграется так, как у нас будет в раскладе. По дням, да, но у кого-то, возможно, он будет развиваться по основной какой-то цепочке событий, не обязательно сопряжено с днями это будет. Ну, давайте посмотрим. Тем не менее, расклад я делаю по дням. То есть начинаем с понедельника, заканчиваем воскресеньем, выкладывая на каждый день недели отдельную карту и смотрим, что, соответственно, у вас получается в сочетании этих карт. Потому что используем мы две колоды. Первая основная колода, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. Напоминаю также тем, кто, возможно, не подписался, да, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение под этим видео. Я буду очень рада таким вашим комментариям, да, вашим отзывам, поэтому пишите. Для меня это действительно важно однозначно. Карта колесницы у вас выскакивает, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим раки. Да, у вас выпадали карта колесница. Может быть, что-то с раками будете здесь иметь важные или какие-то важные дела. Не знаю даже, может быть, с транспортом. Ну, давайте посмотрим. Ой, простите. У меня еще карта императрицы сейчас тут выскакивает. Тельцы, раки. Так, давайте посмотрим, Львы, что же у вас происходит. Я сейчас заканчиваю с этой колодой. Посмотрим, повторятся ли у вас эти карты в раскладе. Даже интересно. Итак, давайте посмотрим. Лев. Так, понедельник. Король жезлов. Вторник. Дьявол. Пятерка кубков на среду. Четверг. Тройка пентаклей. Принцесса кубков в пятницу. Рыцарь жезлов в субботу и семерка жезлов на воскресенье. Итак, первая карта у вас, карта короля жезлов, карта огненной стихии, карта вашей стихии. Может быть, правда, общение с огненным знаком, как вы, это такие, как вы, львы, может быть, овны или стрельцы. Здесь карта солнца, то есть много какой-то ясности в делах, ясности в работе. Возможно, какие-то радостные события, которые касаются такого огненного знака, либо вас. И у вас по солнцу есть ощущение радости, процветания, что вот что-то удается, что-то хорошо, да, это новость, это информация, эти события, они греют душу, как это солнышко, которое здесь, собственно, у вас появляется в самом начале недели. К тому же солнце, кстати, является тоже вашей картой, львы. Это карта, соответствующая знаку лев. Итак, давайте посмотрим, что здесь еще будет. Здесь есть дальше карта дьявола, карта козерога. Давайте посмотрим, может быть, у вас во вторник будут какие-то ситуации, соблазны, искушения, каких-то предложений, от которых вам сложно будет отказаться. Возможно, вам нужно будет здесь решать какие-то вопросы там с привычками, своими привязанностями, может быть, с вредными привычками по дьяволу. В целом здесь может быть и проявление страсти, если мы говорим про отношения. То есть ситуации могут быть разные. Если про работу, так может быть какая-то кабала рабочая, да, когда вот вы чувствуете, что вас как будто как эксплуатируют, что вы вкладываетесь по полной, и эта работа вас изнуряет, силы прям вытягивает. Тоже карта дьявол. То есть значений может быть на самом деле много. А может быть и какие-то черты характера такие негативные, с которыми вы сталкиваетесь, общаясь с таким вот, может быть, дьяволом, да, таким человеком для вас, который проявляет себя как эгоистичный, тщеславный, допустим, человек, либо вы какие-то негативные свои черты тоже можете здесь проявить. Ну, давайте посмотрим, почему же здесь у львов выпадает эта карта дьявола на вторник. Карта дьявол. Тут же карта туза жезлов. У вас может быть страстное желание воплотить в жизнь какие-то свои идеи, какие-то свои вот начинания, может быть, какие-то важные для себя
не знаю, идеи, которые у вас возникли, и прям делать для этого можете уже какие-то первые шаги. И также туз жезлов — это тоже страсть, это проявление страсти, это желание здесь показать себя максимально в отношениях страстным, энергичным, может быть, да, если мы говорим про отношения в паре. То есть карта на самом деле неплохая, карта хорошая, и, скорее всего, это дополнительная карта туза жезлов, показывает, что вы эти свои стремления, может быть, какие-то соблазны, да, искушения, чего вы сильно хотите, вы стараетесь реализовать по тузу жезлов. Это что-то, скорее всего, хорошее, да. Карта пятерка кубков, карта разочарования, что-то вас может расстроить, опечалить. Возможно, вы сталкиваетесь с какой-то неприятностью, и, возможно, здесь также вы знаете, как какой-то провал. Что-то не удалось, не получилось, и вы смотрите на эту неудачу, она как-то вас начинает тормозить, потому что вы начинаете зацикливаться на неудачах, на том, что ой, что-то не сложилось, не срослось, соответственно, и не замечаете хороших возможностей, которые у вас есть за спиной. Поэтому здесь может быть какая-то небольшая пробуксовка там в плане вашей повседневности, вашего быта, ваших, не знаю, вашей работы. И вот здесь же и пятерка мечей, то есть вы переживаете от того, что возникают какие-то конфликты, где кто-то как каркает на ухо, да, как эта ворона. Может быть, в коллективе, может быть, дома какие-то ссоры или разногласия. Может быть, у вас просто неудача какая-то рабочая, да, и вы из-за этого переживаете, пятерка мечей, боитесь неудачи дальнейшей, боитесь позора, возможно, который здесь будет, что кто-то воспримет вас трусом или неудачником. То есть вас эта потеря, она немножечко здесь, или неудача, немножечко триггерит. Дальше идет карта тройка пентаклей, ваша готовность начинать решительно действовать, что-то делать, какие-то действия выполнять здесь, чтобы вот реальная работа она называется, чтобы выполнить реальную работу, реальные задачи. Возможно, вы с другими сообща начинаете что-то делать, договариваетесь там с коллегами на работе или с вашими близкими людьми, что давайте будем делать вот так и так, каждый будет выполнять свою задачу, и мы, соответственно, приходим к этой цели нашей общей. Возможно, вы здесь даже какие-то подписываете бумаги, какие-то контракты, если мы говорим о рабочей ситуации. Вы по этой карте можете здесь начинать что-то делать. Вот он здесь мастерит руками, да, делает что-то. То есть можете начинать что-то делать руками. Это займет большое количество времени, вот как починить что-то. Но начинаете делать сегодня, да, завершите через неделю или через месяц, неважно. Но вы делаете эту работу с интересом, с удовольствием и с уверенностью, что у вас получится здесь. То есть выполняете какую-то реальную работу для вас важную здесь и уверены в том, что опять-таки она у вас сложится. И семерка пентаклей, она тоже о том, что это требует терпения. То есть то, что вы делаете здесь в четверг, оно требует времени, внимания, усилий, может быть, ваших каких-то вот еще других вложений, может быть, инвестиций каких-то по семерке пентаклей. Но вы понимаете, что это потом принесет плоды, потом принесет результаты, и вам нужно быть готовыми к этому медленному развитию, медленному росту, который здесь будет происходить. Карта принцесса кубков, карта водного знака, и правда, может быть, общение с водным знаком зодиака, допустим, раки, рыбы или скорпионы, а так как принцесса — это чаще младший кто-то, это может быть, там, не знаю, ваш ребенок, кстати, вот еще и паж жезлов тоже возникает, тоже, по сути, кто-то младший. То есть здесь много молодой энергии, импульсивной, такой порывистой, смелой. Возможно, вы здесь общаетесь с таким молодым человеком. Это может быть как водный знак, так и огненный, как вы. Либо вы проявляете здесь такие качества. То есть вы готовы здесь вести себя очень смело. Вы здесь как будто, знаете, как вторая молодость начинается. Вы здесь готовы какие-то хорошие шансы использовать возможности, вы их не упускаете, вы здесь очень и очень с большим энтузиазмом беретесь за различные дела, за какую-то работу, которая вам выпадает. Вы можете здесь по этой карте получить хорошие новости, и вас они опять-таки сильно порадуют, как-то вдохновят и воодушевят. Дальше рыцарь жезлов. Тоже готовность здесь проявлять свою эту энергию огненную, куда-то мчаться, что-то делать, выполнять какую-то работу, или здесь в целом рисковать в чем-то, в каких-то вещах, в каких-то вопросах. Вы здесь готовы в крайности впадать, вы здесь готовы быстро принимать решения. Все настолько импульсивно, возможно, происходить будет по этой карте, что, ну да, возможно, вам нужно лучше остановиться и подумать перед тем, как вы какие-то решения принимаете. Но вот здесь вот у него даже под ногами, да, у этого коня аж огонь горит. То есть он вот настолько здесь на дыбы аж встал, чтобы, да, вот настолько его это пламя обжигает, он не может стоять на месте, у него есть необходимость двигаться. То есть у вас тоже есть такое стремление
стремление и желание, то есть максимально как-то продвинуться вперед, восьмерка пентаклей в ваших каких-то делах, в работе, да, добиться успеха, в вашей занятости, может быть, вот, да, опять-таки там колесница у нас выпадала, может быть, в ваших делах там добиться какого-то результата, в хобби, каких-то увлечениях ваших, я не знаю, потому что это выходной день. Но либо кто работает в выходной день, вы можете здесь по восьмерке пентаклей и работу какую-то выполнять, но вы прям с интересом это делаете, вам вот нравится эта работа, вы понимаете, что она приносит вам реальный доход, и вы готовы в ней как-то дальше развиваться, учиться, что-то делать, достигать определенных горизонтов. И карта семерка жезлов, карта преодоления всех сложностей и трудностей, когда вы готовы здесь мужественно справляться со всеми ситуациями, со всеми задачами, вас ничто не тормозит. И карта императора, карта может быть Овна, может быть общение с Овном, да, либо вы здесь выступаете в роли такого императора, когда вы знаете, что вы управляете своей жизнью, вы всем, кто может что-то против говорить, да, объясняете, что нет, что вы здесь хозяин положения, что вы, не знаю, хозяин дома или хозяин своей жизни в конце концов, и вы здесь четко и ясно понимаете, чего вы хотите, как нужно спланировать вашу работу, да, чтобы она привела вас к той цели, которую вы поставили. То есть вы здесь очень стойкие, очень мужественные, очень сильные во всем, что вы делаете. Карта императора здесь показывает такого хозяина положения. Возможно, здесь какая-то и конфликтная ситуация может возникнуть, знаете, с человеком знака Овен или с начальником, или вот с таким вот мужчиной. Мужчина, да, карта императора, это мужская фигура. А здесь, правда, по семерке жезлов может быть какая-то критика, с которой вы сталкиваетесь, но вы здесь стараетесь с этой критикой опять-таки справиться. То есть вы стараетесь, чтобы вами не управляли, да, стараетесь этому как-то противостоять. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.